Друзья, всем привет! Мы давно не виделись, очень соскучились по вам и, надеюсь, вы по нам тоже. У нас выпуск из Екатеринбурга, из нашего города, в котором мы живем. Сегодня у меня день рождения, мне 32 исполняется. Принимаю ваши поздравления в комментариях. Лучшее поздравление от вас — это добрый комментарий и лайк, и подписка на этот канал. Мы сегодня гуляем целый день и хотим взять вас с собой, показать, как выглядит наш город летом. Летом это чудесный город для прогулок. Весной и осенью не приезжайте, слишком хмуро и грязно. А летом самое то. Посмотрите, какие у нас шикарные кусты гортензий. Мы хотим немножко погулять, сходить позавтракать, потом провести как-то день и вечером сходим поужинать. В новое для нас место возьмем вас с собой. Покажем вам сегодня отличное место для завтраков. Находится оно в Ельцин-центре. Те, кто будут в городе впервые, либо уже были и не посещали, советуем вам посетить данный музей. Это музей посвящен не сколько бывшему президенту, сколько вообще той эпохе. Погрузиться в атмосферу тех годов вполне можно благодаря этому музею. Находится он на Плотинке. Плотинка у нас очень хорошо благоустроена. Мы сейчас туда пройдем с вами, немножко прогуляемся. Вокруг всей Плотинки у нас сделаны хорошие пешеходные зоны, и постоянно новые зоны появляются, открываются, облагораживаются. Это все продлевается, чтобы люди больше ходили пешком и проводили времени на воздухе. Также у нас здесь, посмотрите, такой так называемый будущий деловой центр, башня и сеть, которая дублирует бизнес-центр Высоцкий. Также гостиница «Хаят» большая, в которой многие останавливаются. Ценник там не бюджетный, но услышала о сервисе очень хорошие отзывы. Вот, поэтому пойдемте, наверное, сперва позавтракаем, а потом прогуляемся с вами по набережной. Друзья, первое место, которое хотим вам порекомендовать в Екатеринбурге, это место для завтраков. Это кафе, оно называется «Энгельс». По Екатеринбургу их, по-моему, около 8 штук. Вы можете сюда приходить, завтрак здесь проходит весь день. Одно из самых, конечно, красивых мест — это вот здесь, в Ельцин-центре, на берегу Плотинки, с вот таким прекрасным видом. Есть открытая терраса, есть внутри, вы можете посидеть, покушать. И давайте Лена сейчас покажет вам немножко меню. Что есть в этом заведении? Это завтраки в основном, это сладкие вафли, несладкие вафли с разной начинкой, очень вкусные. Мы пробовали многие из них, и они действительно крутые. Есть завтраки-конструкторы, которые вы можете собирать самостоятельно, брать разного вида яйца и добавки туда делать. Есть уже готовые наборы для вас. Тоже неплохо, мне понравился All Inclusive, по-моему, называется. Салаты есть, бутерброды. Отличительная особенность этого заведения – это те блюда, которые готовила жена президента Бориса Николаевича Ельцина. Ну и так дальше. Есть и пасты, есть напитки, мороженое, десерты, кофе, чай, вино, пожалуйста. Есть, как и во всех других кафе. Поэтому мы сейчас заказали себе уже, мы ждем нашу еду, кофе нам уже принесли. И как только нам все принесут, мы вам покажем и с вами продегустируем. Ну что, друзья, наш завтрак перед нами. И давайте я вам расскажу вообще, что мы заказали. То есть я собрал себе завтрак. Это яичница, как-то там торнадо она называется, четверть авокадо, несладкая вафля, это рваная индейка и сыр строчителла. Вот такой у меня наборчик. И Ленин, давайте покажем. Это несладкая вафля с гуакамоле, с креветками и томатами. Мы уже вот этот завтрак у Лены точно пробовали, а мой еще только предстоит мне испытать. Давайте я по отдельности. Вообще это все набирается по отдельности. Так, сырок. Сыр классный, сливочный, без какого-то яркого взрывного вкуса. То есть он прям такой нежно-нежно ложится к любому блюду. Так, ну, яйца в любом случае будут нормально. Авокадо давайте попробуем. Авокадо очень мягкий, спелый. Я где-то недавно в видео говорил, что я не понимал вкус авокадо, мне казалось как-то непонятное, что с ним. Но во Вьетнаме классные были авокадо, и я там их распробовал. И вот здесь тоже хороший, вкусный. Ну и давайте попробуем мяско.
Мяско тоже рваное, прикольное такое. Но это индейка. Оно не жирное, совершенно спокойное. Давайте еще скажу, что в Энгельсе есть огромный плюс того, что вы можете, во-первых, если у вас есть какая-то непереносимость к каким-то продуктам или, допустим, там, к лактозе или глютену, вы можете сказать официанту, у вас это уберут из вашей тарелки. Ну, изначально туда не добавят, они уберут. И вы такие: Димка не ест сыр, съедим за него. И есть изначально блюда, которые сразу прописаны, что они без глютена, без сахара, без вот этих вот всех раздражителей, которые люди обычно стараются в современные не есть. Ну что, нам приятного аппетита, мы будем кушать и, как обычно, расскажем о еде в конце еды. Ура! Ну что, друзья, мы позавтракали. И скажу вам, сумма этого нашего завтрака вышла в 2500 рублей. Да, это не дешевое место, оно атмосферное и вид просто завораживающий. Поэтому все, кто будет приезжать в гости или местные ребята, я вас приглашаю в это заведение и приятного аппетита. Вот мы с вами вышли к воде, на плотинку реки Исеть. Посмотрите, как облагорожено. У нас есть снизу прогулочные зоны, по которой мы идем, и справа еще очень широкая прогулочная зона. Также здание такого коричневого цвета – это у нас театр драмы. Рекомендую вам к посещению, когда будете в нашем городе. Отличный театр, много спектаклей там посмотрела. Это, наверное, самый мой любимый театр из всех существующих в Екатеринбурге. Также, что важно, по-моему, с прошлого года у нас теперь на плотинке установили туалеты. Не было, и это всегда было расстройство, что гуляешь, здесь можно обойти, если всю плотинку, ну, я думаю, что часа полтора это точно займет, наверное, даже и больше. И некуда было сходить в туалет. А сейчас по набережной установлены туалеты, что не может не радовать. Также давайте, если мы с вами сюда развернемся немножко, увидим вдалеке Высоцкий. Основную, наверное, среди туристов известную достопримечательность города. На 52-м этаже Высоцкого у нас находится смотровая площадка. Покупаете туда билет, и билет в музей Высоцкого вам достается бесплатно. Находится он там же. Также на высоте, на каком-то 50 этаже, не помню каком, там есть ресторан, ну, отзывы противоречивые, вид красивый, кухня так себе, можно повкуснее намного найти. И там находится спа какой-то комплекс, его открыли 2 года назад, бассейн, сауна, все прекрасно. Вот, с таким видом можно купаться, с видом на весь город. А также на противоположном берегу реки. Здесь кажется, что вообще расстояние очень-очень маленькое. Но если мы будем обходить всю плотинку, мы, наверное, потратим около часа, чтобы дойти. И я вам говорю еще об одной достопримечательности. Это храм на Крови. Храм, который построили на месте расстрела царской семьи Николая II. Храм довольно-таки известный, территория там очень красивая, облагороженная, виды там тоже классные, оттуда открываются. Тоже советую вам к посещению. Вообще, в целом, можно приехать, погулять, обойти плотинку и с плотинки сворачивать куда-то вот на ближайшие достопримечательности. Тоже будет классно. Не забывайте посещать вкусные места, потому что в Екатеринбурге прям обилие различных кафе. Я не знаю, почему вам не записываем, мы периодически ходим и решили для себя новые места тестировать, но почему-то камера с собой не берется. Посмотрите, еще с другой точки, около театра драмы, находится вот такой фонтан, по которому можно узнать как раз театр драмы и вот это место, где мы находимся. А еще вы, наверное, слышали, что Екатеринбург один ведущий назвал городом бесов. Знаете почему? На месте, где мы с вами находимся, сделан такой чудесный сквер. Здесь очень часто летом люди устраивают пикник, сидят, любуются на воду, просто прогулочная зона и такая хорошая территория, зеленая в центре города. Но в какой-то момент здесь решили построить храм. Люди, местные жители, очень возмутились тем, что как будто бы что у нас мест больше нет. И тем более именно с этой точки открывается уже
несколько видов на храмы. Вот храм на Крови, который ранее вам показывала. И еще здесь в шаговой доступности также находится несколько храмов. Очень много здесь было протестов, прям людей вообще сутками они здесь стояли, были такие волнения, но все-таки люди отстояли эту землю, этот сквер, не дали здесь ничего застраивать, и поэтому прозвали городом бесов, что не хотят люди развивать, не знаю, христианскую веру, хотя это не так. Екатеринбург довольно-таки православный город, действительно здесь много церквей, и очень много паломников сюда приезжает. И в ночь, когда была убита царская семья, здесь всегда совершается крестный ход от храма на Крови к Ганиной яме, где впоследствии нашли их останки. Вот такая история вам. Вот так вот гуляя, мы даже сами для себя открываем какие-то новые пространства, которых в прошлом году не было. Смотрите, какая сделана прикольная аллея. Обилие гортензий разных цветов. Ну, преимущественно не белая, но чуть-чуть розовая. Димка прогуливается, столбы освещения сделаны, лавочки, где можно отдохнуть. А еще вдалеке, я не знаю, попробую вам светить, вот там сделаны такие светильники-одуванчики. Прикольные. Вот. Так что исследовать город нужно пешком, чтобы насладиться его красотой. А еще забыла вам сказать, что после этого видео у нас наконец-то будут выходить выпуски из Вьетнама, из нашего путешествия. Там мы были в нескольких локациях, пожили там практически 3 месяца. Так что следите за новыми выпусками, а также пишите комментарии обязательно, если вам понравятся наши выпуски из Екатеринбурга. Мы постараемся ходить куда-нибудь чаще и снимать для вас. А еще, друзья, в Екатеринбурге есть интересная сеть, которая называется «Жизньмарт». Тем, кто любит Азию, любит 7-Eleven, а таких, наверное, много наших подписчиков, давайте покажу, что здесь такое. Это торговый магазин, так скажем, с готовой едой, где вам могут приготовить кофе, где вы можете взять, разогреть себе, покушать, посидеть. И выглядит он симпатично. Есть и разные средства гигиены, и еда. И вот это, наверное, кстати, у них один из топовых, потому что это большой прямо. Вот девушки готовят чаи, кофе, разные очень вкусные десерты. Есть треугольники, сэндвичи и все остальное. Салаты, готовая прямо еда. Полезная, нормальная, хорошая еда. То есть тут и пюрешечка, допустим, с котлетки вы можете взять себе, и там тефтельки, фрикадельки, все что угодно. И, пожалуйста, вы тут же разогреваете себе, садитесь и завтракаете, обедаете, ужинаете. Мы прямо с Леной обожаем этот магазин, и я, наверное, трачу львиную часть зарплаты на покупки в этом магазине. Не конкретно в этом, рядом с нашим домом есть тоже такой же. Их уже много довольно-таки по Свердловской области, и уже есть и в Перми. И мы даже были когда в Казани он тоже уже есть. Ну вот смотрите, для примера. Есть пельмени без глютена, как многие сейчас, опять же, любят здоровую еду, у кого-то есть непереносимость. И есть самая главная штука, давайте я вам покажу опять же. Вот это вот, та самая малина в шоколаде. Это очень вкусно. Если будет возможность, обязательно это попробуйте. Мы в восторге от нее. Остальные, как бы, ну, постольку-поскольку, а вот малина прямо топ. А еще смотрите, как в Тае есть полезные напитки, там всякие с добавками, вот тоже. А еще, на что я хотел бы обратить ваше внимание, то, что в Жизньмарте практически во всех есть туалет. Вы можете сходить совершенно спокойно, не обязательно даже что-то здесь покупать. Есть лед. Летом это прекрасно. И опять же, вы просто приходите, берете себе, нагребаете лед и отлично пользуете его у себя. И также есть питьевая вода. Если вы просто хотите попить, вы заходите в любой магазин Жизньмарт, просите, и вам наливают водичку. Вот это прямо круто. Ну, то есть это отличает его от многих магазинов в России, которые есть. То есть есть пятерочки, но сходить где-то в туалет, это же, ну, прям проблема, действительно. Здесь это можно сделать. А еще у них крутая штука. Это вот такая установка. То есть здесь чаще всего стоят апельсины, уже помытые, вы просто их бросаете и делаете себе свежевыжатый апельсиновый сок. Когда его здесь делают, здесь такой аромат стоит на весь магазин. Прям классно. У нас почти что незаметно для нас закончился сегодняшний день.
А все почему? Потому что мы ходили в кинотеатр на 3-часовой сеанс фильма. Ходили посмотреть «Одиссею». И 3 часа все. Это уже почти весь день закончился. Мы переместились снова в центр. Находимся на проспекте Ленина. Уже давайте здесь повернемся поближе к Высоцкому. Здесь буквально 1 квартал и будет Высоцкий. Сзади меня еще находится театр оперы и балета, тоже известный балет. Очень ценится Уральская балетная школа, поэтому, если вы любители, обязательно посетите. И напротив этого театра находится мой университет, в котором я училась 4 года. Училась я здесь на бакалавриате. Называется он Уральский федеральный университет, но это бывший УрГУ, Уральский госуниверситет. Вот. А еще, когда у нас были окна в парах, здесь находится самый большой в городе Читай-город на проспекте Ленина. И мы туда ходили, там можно взять книжку и посидеть в кресле почитать. И мы сейчас зашли в Читай-город и купили 2 книги. Смотрите, я вам поближе покажу. Жюэль Дикер «Правда о деле Гарри Квеберта». Есть еще сериал по этой книге. И сериал прикольный, и книга, говорят, классная. И от этого же автора «Исчезновение» Стефани Мейер. Я уже читала у него «Загадка номера 622». Несмотря на то, что это такие кирпичи здоровенные, читаются они очень быстро, очень легко и захватывающе. Такой изворотливый сюжет современного детектива. Вот. А сейчас мы пойдем в новое для нас место, вкусно поужинаем. Ну что, мы пришли в заведение, которое называется «Карбонара». Судя по названию, это итальянская кухня. И мы уже сделали заказ. Сейчас нам начинают его потихоньку приносить. И давайте первое оценим с вами саму атмосферу. Прикольно сделано. Сделано немножко под старину. То есть, если это зеркала, то они такие сделаны немножко состаренные. Знаете, как будто это старое зеркало. Очень красивые скатерти, идеально белые, без каких-либо точек, грязи и всего остального. Интересная посуда сделана. Ну, то есть атмосферненькая и очень спокойно играет музыка здесь так, чтобы мы могли разговаривать, но при этом при всем соседние столики не слышали, о чем мы говорим. Так, про атмосферу вам рассказал. Теперь давайте расскажем, что мы заказали и что нам принесли. Первое. После того, как мы сразу сделали заказ, нам принесли вот такую штучку. Я не запомнил, извините, как это называется. Ну, это такой хлебушек, и налили нам оливковое масло. Его можно посолить, поперчить, и хлебушек макать туда, пока вы ждете основное блюдо. Давайте попробуем. Хлеб такой хрустящий. Только, я не знаю, вы услышали это или нет, но это было очень даже громко. Не знаю, может быть, мне надо еще попробовать, но почему-то я не особо вроде как оценил это. Какая-то небольшая горечь есть. Но вот Лена, давайте скажу вам честно, уже попробовала и сказала, что ей оливковое масло понравилось. Так, ладно. Я потом попробую еще раз, и, возможно, как говорится, о еде в конце еды я вам расскажу, что, может быть, мне это понравилось. Так, я заказал себе салат. Это салат, значит, печеная груша, томаты, сыр, грецкий орех и зелень. Давайте попробуем вместе с вами. Я вам сказал, что там авокадо? По-моему, нет. Еще авокадо. Вот это вкусно. Это кисловато. Это немного резко как-то. Чуть-чуть горечь есть. В общем, это интересно. Мне понравилось. Сейчас еще Лена попробует свою пасту. Сейчас я вам покажу. Ну что, давайте пробовать. Попробуем Димкин салат. Я хочу попробовать, наверное, отсюда грушу. Так щедро посыпано пармезаном. Так, а теперь, наверное, нужно подцепить побольше и всего вместе, потому что так непонятно. Действительно, вроде бы простые ингредиенты, но вместе сочетание такое интересное. Мы поняли, что обычно ходим в кафешке и берем что-то такое, нам более привычное. И интересно пробовать разные сочетания. Я взяла пасту, она без мяса. Это паста с томатами и буратой. Сейчас мы с вами вот так вот перемешаем.
Готовят, кстати, здесь очень быстрая подача. Салат очень быстро принесли. Мне принесли пасту, потому что я не могла определиться с холодным блюдом. И у меня спросили, уточнили, здесь обслуживание тоже очень приятное, очень такое тактичное, ненавязчивое. Вот. И внимательное. Так, ну что, пробуем пасту. Как вкусно, слушайте. Это вот я вообще не любитель макарон, макаронных изделий и прочего. В этой части у нас Дима, потому что, мне кажется, это всегда суховато как-то. Но здесь очень много соуса. Посмотрите, тут просто паста утопает в соусе. И вот такой томатно-сливочный какой-то вкус. Прям очень круто. Вкусно действительно. Да, здесь ценники высоковаты. Не на каждый день, но по праздникам как раз самое то. Будем наслаждаться и ждать следующее наше блюдо. Только я договорила, и мне сразу же принесли мой салат. Посмотрите, как прикольно оформлен. Это салат из свеклы. Здесь какие-то яблоки, не помню, маринованные или что-то такое. Козий сыр, грецкий орех, какие-то зелень какая-то. В общем, давайте попробуем. Возьмем вот так вот, тоже попробуем все вместе. Это вкусно, но явный такой вкус козьего сыра. Вот те, кто не очень любит козье молоко или продукты из козьего сыра, тут привкус прям от сыра есть. А так очень необычно сочетание вот этого яблока, грецкого ореха и свеклы прикольное. Сыр, сомнительно, я, видимо, не особо любитель. Ну и раз пошла такая пьянка, я и Димину пасту попробую. Перемешаем. Он взял какую-то карбонару. Так, перемешаем и попробуем один кусочек. Это вкусно. Карбонара. То есть прям достойная вкусная карбонара. Бекон, сливочная заправка. Мне моя паста больше нравится, потому что я люблю больше спагетти, и чтобы это все утопало прям в соусе. Поели мы, и, как всегда, наша рубрика о еде в конце еды. Нам понравилось. Да, цена, это ресторанная цена. У нас вышло примерно на 4 700, что ли. В пределах этого у нас был чай по салату и по горячему блюду. Все вкусно, но мы обговорили, что в таких заведениях ты платишь не только за блюдо, еще за обслуживание. Обслуживание, к слову, вообще прекрасно. У нас такая приятная была девушка. Она реально такая внимательная и ненавязчивая очень. Вот. В день рождения мне подарили тортик. Очень вкусный был торт с каким-то офигенно вкусным шоколадом. Не знаю, очень вкусный был шоколад сверху. Приятная атмосфера. Тихо, спокойно. Музыка играет не громко. Можно спокойно разговаривать. В то же время ты не слышишь соседние столики. В общем, такой у нас получился краткий выпуск одного дня из Екатеринбурга. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите. Может быть, вам что-то конкретное хочется посмотреть в Екатеринбурге. И напоминаю, что следующие у нас выпуски из Вьетнама. Всем пока!